Друзья, извините меня, пожалуйста, что я сейчас вынужден заниматься вот этим вот говном, которое мне на самом деле не интересно, вместо того, чтобы заниматься тем, что мне на самом деле интересно. То есть там разоблачением фейков, всяких там придурков от политики и тому подобных вещей, а также судьбами людей, которые сейчас живут на Донбассе. Но, к сожалению, пока что я вот этим вот говном, опять повторяю, занимаюсь. И, наверное, еще некоторое время позанимаюсь. Это не значит, что я не буду вас радовать какими-то новыми вещами. Просто много времени это говно, третий раз повторяю, занимает. Анатолий, здравствуйте. Так вы арестованы или нет все-таки? Здравствуйте. Ну, если я арестован, то я, видите, с вами веду эфир прямо из камеры. Нет, я не арестован. Но откуда появилась такая информация, и с чем вы ее связываете, кому это может быть выгодно? Ну, однозначно, это грязь вся, это, в общем-то, она соответствует общей грязи, общей направленности СМИ, большинства СМИ украинских, к сожалению. Они считают свой электорат, скажем так, потребителей того, что они пишут, абсолютными идиотами. И вот очередной вброс, не заботясь о репутации, они сделали этот вброс, ну, как бы дали людям то, во что вот их читатели хотят верить. И уже отпраздновали победу, порадовались все вместе. Ну, а потом я вышел со своим роликом и, в общем-то, видите, рассказал, что на самом деле я нахожусь на свободе. Хотя они там уточняют, что неизвестно, где он находится, он стоит возле забора. Ну да, судя по дыркам в заборе, уже даже расстрелян. А вы получали какие-то повестки или уведомления о возбуждении уголовного дела? Были какие-то предпосылки того, что появится вот эта информация о вашем аресте? Или это было совершенно неожиданно и для вас в том числе? Смотрите, мое дело политическое. Ну, то есть, это не я говорю, это объективно видно. И это очень легко доказать, потому что просто зададим вопрос. А каких еще украинцев, которые ушли при Януковиче, до Януковича за границу, сейчас пытаются лишить статуса беженца? И ответ будет дан: никаких. Значит, это дело политическое. Значит, нужен конкретно я. Уголовных дел никаких нет. Там. Я не совершал никаких преступлений на территории Евросоюза, ни в одной из стран Евросоюза. Вот. Идет что? Получился запрос от Министерства иностранных дел. Министерство иностранных дел очень сильно взволновалось моей деятельностью и сделало запрос в Департамент миграции. Департамент миграции теперь остается только надеяться на то, и я был заверен ими, что они будут разбирать четко по закону, по букве закона, несмотря на давление. Ну, давление, я, наверное, думаю, однозначно есть, потому что дело, повторяю, политическое, и это опять-таки не мои слова, это объективность. Анатолий, ну еще один вопрос. Вы собираетесь в ближайшее время поехать в Киев? Когда вы собираетесь это сделать? Как давно вы там не были, если можно задать такой вопрос? Ну, поездка в Киев будет означать для меня арест на трапе самолета, потому что я нахожусь в розыске, мои дела не закрыты. Более того, к моим прошлым проблемам добавились многие новые проблемы. Мне публично угрожали и представители парламента, это было в СМИ, это, то есть, открытая информация. Ну и понятно, что человек, который постоянно критикует власть, при этом находясь в рейтинге поисков в поисковиках выше президента страны, я думаю, сильно волнует эту страну. Поэтому я не строю иллюзий по поводу моей поездки в Киев. Более того, я сейчас делаю то, за что уже меня там назвали многие друзья слегка неадекватным, но я сейчас пойду на волну. Я не буду прятаться там как-то там, как знаете, как крыса перепуганная. Нет, я пойду навстречу вот этой всей волне, потому что я не виновен, я не совершал никаких преступлений, и за правду никто рот не закроет, пока я жив. Анатолий, спасибо большое, что услышали правду из первых уст. На прямой связи со студией по скайпу был украинский медиаэксперт Анатолий Шарий. Информация о его аресте, растиражированная украинскими СМИ, оказалась неправдой.